Всем привет, с вами снова Андрей Паровар. И на этот раз я расскажу вам о своем путешествии по реке Лена, в которое я отправился вместе со своей подписчицей из Казани Леной. В этом выпуске вы увидите, как мы несколько суток плыли по реке в поисках приключений и встретили сначала странника, потом местных жителей, узнали про их традиции, сходили в местный музей и, конечно же, как я построил баню и попарился в ней. С Леной мы знакомы буквально несколько часов. Сегодня мы прилетели в Якутск, я из Москвы, она из Казани, через Москву. Во-первых, это очень символично, потому что Лена и сплав на плоту по реке Лена. Вот. И Лена, она из банного мира, и мне показалось, что это тоже очень символично. Баней занимаюсь. Баней занимаюсь. И рисую. Отлично. Паришь, да? Парю. Приехали, разложились. Сейчас надуваем баллоны катамарана, делаем на него плот, на транец мотор и погнали в путешествие. Благодаря Евгению у нас вот такое вот шикарное судно. Координаты Евгения оставлю в описании к этому видео. К нему можно будет обращаться, если вы соберетесь на сплавы в Якутске. У него есть катамараны, он может вам организовать баню, мотор и так далее. Решили долго не идти. Первая стоянка. На ужин макароны с соусом. Ну что, как первое впечатление? Прекрасно? Все нравится? Комары не съели? Не съели, кстати. Еще не съели. Погода 35 градусов днем была, сейчас где-то около 20. Такой вот кемпинг. Завтра проснемся и пойдем в сторону Ленских столбов. Итак, это тот самый момент, ради которого мы сюда приехали. Вот она, тишина, первозданная природа и ужин на природе. Ты осознаешь, где ты находишься, что происходит? Еще нет. Еще нет. Я думаю, что завтра будет понятно. Да. Когда проснемся и вот дальше пойдем, будем загорать, купаться. И тогда завтра будет уже более-менее понятно, где мы находимся, что происходит. Но сейчас очень вкусно. Вообще бомба. Я в банном мире около 10 лет. Езжу на банные фестивали. Ого. Мне везет париться у лучших. Возможно, благодаря этому у меня есть полезные навыки. Кого ты считаешь лучшими? У меня есть личные фавориты. Кто это? Те, у кого я парю. Ну, раскрой секрет. Раскрой их имена. Вот, последнее мое обучение было, я училась у своего брата. Он хороший мастер и хороший учитель. Как его зовут? Виталий. Виталий Дорошенко. Так. Банная школа. Про бани. Про бани. Про бани. Занимается банной школой и консультацией в строительстве. Парит. И за последнее время на меня произвело впечатление. Это был Сергей Кочерба из Екатеринбурга. Но это было не просто парень, это вот был ритуал. Да, я вышла, я уже почувствовала себя другой. Один из первых, и я тоже считаю своим учителем, конечно, как и всех, Денис Вахов. Серьезно? Да. Он меня не парил, но... Денис. Та печка, которую я взял с собой для того, чтобы сделать баню на плоту, она сделана на производстве Дениса Вахова. Поэтому испытаем. Это та печка, которая была, на которой я ругался на бане на плоту в открытом море, в океане. Вот. Ее модернизировали по моей просьбе. И вот посмотрим, что из нее получится. Время 6 утра. Как спалось? Крепко, тепло. И мы идем делать зарядку Сурья Намаскар и будем созерцать природу. Как часто мы задумываемся о том, что происходит на этой планете.
представьте себе то, что это шарик, и это вода. И этой воды на этом шарике очень много. И эта вода куда-то течет. С одной стороны шарика, с другой стороны шарика. Везде по шарику течет эта вода. Очень интересно в целом мироздание. А если учитывать то, что это еще вода и переходит в газообразное состояние, находится в облаках, точнее на небе в виде облаков, а потом замерзает, становится льдом и снегом, давление, гравитация. Удивительно. Мы это воспринимаем все как норму, ну вот такую тут действительность. А это же каким-то образом появилось, это же как-то создано. И вот, конечно, находясь в таких местах, наедине с природой, это значительно чаще наталкивает на такие мысли, чем находясь в городе. В общем, выяснилось о том, что мотор беспощадно жрет бензин, где-то сжирает около полубака за 2,5 часа, а идти нам много часов. Поэтому сейчас пришел в населенный пункт, вот такой вот. Буду искать канистру с бензином, кого-нибудь просить, потому что при таком раскладе далеко мы не дойдем. Иду, а народу никого. Нету. Никого. Дошел до местной АЗС. Называется Октябрьская АЗС. Вот тут ребята стоят, заправляются. Че, почем бензин? Бензин есть 92-й? И маслами надо для мотора. День добрый. Бензин не найден. До заправки 11 километров. 11 километров, конечно, я не пойду. Двигаюсь дальше. Дойду до следующего населенного пункта. Такая типичная российская обстановка. В богатейшей стране в основном беднота. Если пойдете по реке Лена, то имейте в виду, камней на ней практически нет. Поэтому вот сейчас заодно сразу и камней насобираю. Сейчас поправим палубу, соберем камней и идем дальше. Если камень звенит, значит это хороший камень. А если не звенит, то это известняк. Я это имею в виду из тех камней, которые есть здесь. Решил провести ремонтные работы. Мягкая палуба, которая снизу, на нее заливается вода, получается лишних килограмм 300 груза. Поэтому сейчас выну палубу и сделаю ее, чтобы она начиналась с середины, чтобы туда не попадала вода. Ремонтные работы завершены. Теперь здесь тут ничего не мешает. Вода будет литься, а палуба, получается, начинается вот отсюда, а не сначала. И здесь не должно быть воды. Здесь будет сухо. В трюме плавающие яйца. Причем, прошу заметить, ни одно не разбилось. Это очень хороший знак. Приехали мы в населенный пункт. Я очень счастлив, что смог дозаправиться. Купил даже еще одну канистру на 30 литров. Вот теперь мы можем совершенно спокойно идти в сторону Ленских столбов, и нам должно до туда хватить топлива. Буду надеяться, что там тоже где-нибудь найдем топливо. Вероятность маленькая, но она существует. Вот. Что если не найдем, пока не знаю. Будем надеяться, что найду. По пути зашел в магазин, оттуда вызвал такси для того, чтобы добраться до заправки. Сказали, что такси будет стоить 100 рублей, но когда приехал таксист, местный якут, вот, спросил, откуда я, что я, вот,
Я ему сказал, откуда и что я путешествую. Вот, когда мы приехали на место, он говорит, 1000. Я говорю, как 1000? Было же 100. Он говорит, 1000. Я тебе бензин вез. Помимо тебя еще и бензин твой вез, поэтому 1000. Я говорю, ну 1000, как так 1000. Отнес одну канистру бензина сюда к реке, поднимаюсь обратно. Вот, смотрю, летит, пыль стоит столбом, летит обратно. Останавливается, говорит, не могу так. Давай скидку сделаю. Ты же путешественник. Пускай будет 700. На, 300 рублей тебе сдача. А то потом скажешь, что якут народ. На якутов вообще зла не держу. Вот, поэтому как бы все нормально, все хорошо. Что кушаем? Доширак. Отлично. Сейчас начнется в комментариях. Какой кошмар. Доширак. Туда-сюда. Да? Нет времени готовить обед. Поэтому быстро едим доширак. Вышли 8:30 утра. Сейчас 11:30 ночи. Стало холодать. 15 часов мы на воде. Как самочувствие? Холодно. Холодно, да? Предполагала, что будет вот так вот? Нет, не хочу так. Не хочешь так. Ну вот как есть. Закончился бензин. Сейчас перелью из этого бака сюда. Идти еще очень много. Поэтому мужаемся. Доброе утро. Вот это да. А это гром, ребята. А это значит то, что скорее всего будет гроза. И поэтому, помимо всего прочего, нам придется еще, видимо, идти в ливень. Собираемся. И тут вот такая вот штука. Вот там вот с реки начинает делать сирень включать. Я думаю, что он орет? А оказывается, у них здесь, где мы встали на месте нашего лагеря, здесь место погрузки автомобилей. Хорошо то, что это не случилось, когда мы спали. Подошли к берегу. Там стоял дед спросить, где находятся зубры. И когда начал отходить от берега, стул упал, на котором лежал телефон. И телефон упал в речку. Уже отошли туда-обратно в Лену и понял, что телефона нету. Не заметил, когда он упал. Вернулись обратно, обследовав дно, телефон был найден. Попросил, я говорю, дедушка Велес, помоги мне телефон найти. Какова вообще вероятность в мутной реке, тут вот такое вот дно, найти телефон? Я думаю, что 0. Но, тем не менее, он найден. Чему я очень счастлив. Потому что без телефона было бы плохо, потому что мне надо знать, где одна единственная заправка, которая у нас будет по пути. Поэтому отправляемся дальше искать зубров. Хотели забраться на вон ту гору. Но приехали вот эти ребята и сказали, что это заповедник. А то, что там медведица с 2 медвежатами. Ну и вообще в целом опасно. Дальше этого мыса проходить сюда нельзя. Поэтому на зубров мы смотреть не поедем. Мы пойдем дальше вверх по Лене. Жалко потерянного времени. Приплыли в населенный пункт. Как называется населенный пункт? Бугунехтах. Бугунехтах? Да, село Бугунехтах. Бугунехтах. Вот ребята согласились помочь. И едем на заправку за топливом. Большое село? 2000 около. 2000. Сколько средняя зарплата? 25-30 тысяч. 25-30 тысяч. Понял. Здесь как ЗОЖ, трезвый образ жизни. Да, здорово. Вот ребята поехали. А это их ресторан «Фортуна». Если вы хотя бы чуть-чуть понимали, что я сейчас переживаю,
Лен, ты переживаешь? Да, я чувствую. Чувствуешь? Вот это туда? Вот это прямо... Ого! Вот, пожалуйста, недорогое путешествие. Садитесь, приезжайте. Якутия. Невероятно красиво, очень сильно, очень мощно. Каждый раз, когда вижу такие тут красоты, я стараюсь вот прям их прям их поесть. Последний населенный пункт, где мы могли заправиться, и удача нам сопутствует. Мы встретили местных жителей прекрасных, которые отвезли нас на заправку. Вот, я заправил полный бак бензина, поэтому получается у меня сейчас 60 литров бензина, который хватит туда и обратно до этого населенного пункта. Сейчас будем проводить обряд, местный обряд, да, очищение, чтобы хорошо доехали. И вас, дети, вас. Вот эту часовню построил мой муж, поэтому вы должны очищаться. Все население Бертте, это местные по-остальному называется Бертте. Это символ волка. Волка? Да. Ага, мы ей будем это все говорить, рассказывать по деревне. Отлично. Музей еще покажет. А, серьезно? Да, серьезно. А что за музей? Какой музей? Этот у нас конезавод Бертте, наслед местный. Угу. И все, поэтому мы это вам расскажем. Все. На обратном пути. Короче, вот такая беда. Шланг от топливного бака упал в воду, намотало на винт и его, соответственно, оборвало, обрезало. Поэтому сейчас будем проводить ремонтные работы. Ремонтная работа закончена. Все, обрезал часть шланга, подсоединил напрямую. Поэтому, думаю, все будет хорошо. Зрители видели, что ты научилась горелку поджигать? Давай. Время 10 минут 4 ночи. Белые ночи. Поэтому так светло. Идти нам еще, наверное, часа полтора или два. Погода нас радует, потому что мы попали под легкий дождик. Даже вот супер ботинки не пригодились. Вот. Я думаю, что завтра должна быть хорошая погода. Ну, там посмотрим. Мы пришли на место. Смотрите, какая здесь первозданная природа. Скалы, тишина и спокойствие. Кстати, есть березка, чтобы венчик сделать. Как дела? Ты будешь отсюда вылезать-то? Нет, там будешь сидеть? Когда будет дом. А, когда будет дом. Буду строить дом. Так как берег каменистый и под углом, там еще и затягивает довольно-таки сильно, было принято решение быстро разобрать катамаран и постараться в течение часа сделать каркас для бани, натянуть баню, ее использовать как палатку и лечь спать. Плот очистили, подготовили материалы, но тут выяснилось о том, что уголки и саморезы, на которые я собирался собрать вот этот каркас, они были забыты в машине, либо утеряны по дороге, не знаю точно. Я решил исследовать вот этот сушняк, который здесь лежит. Понял, что можно найти какие-нибудь стройматериалы, которые могут за десятилетия сюда попасть. И вуаля, я нашел вот такой этот обрезной брус и вот этот брус, у которого прибиты пару дощечек. И еще есть гвозди.
которую каким-либо образом сейчас вытащу. Сейчас я положу вот эту вот опорную на одну сторону, вырежу под брусок, под свой два основания, вырежу вот это, положу с другой стороны, вырежу вот такие вот от основания под брусок, воспользуюсь 4 гвоздями, прибью бруски, сверху вырежу площадку под бруски, которые положу сверху, и замотаю все это дело скотчем. И таким образом мы обойдемся, я надеюсь, без уголков и без саморезов. Если Андрей Паровар захотел сделать баню, его ничто не остановит. Все сделаем. После немногочисленных совещаний мы решили принять решение, что строить после 18 или 19 часов на воде и не спавшие, не евшие всю ночь в 6 утра, сколько, 6 утра, да, сейчас? Я даже не знаю. Сколько сейчас время? Точное время 6:23. Да, в 6:23 в Якутии у Ленских столбов строить баню не очень разумно. Поэтому было принято решение просто лечь спать на плоту. Очередной подходящий теплоход решил включить сирену. Ну, естественно, разбудить. Наиразбитейшее состояние к тем часам, которые мы провели на воде. Да, сутки на воде — это очень тяжело. Потом буду смеяться, как я рьяно в 6 утра взялся на строительство бани. Но время бежит, поэтому надо вставать и делать. Откуда путь держится? Чары. Это где? Чар — это приток Алёхмы. Это практически в самом начале, что ли? Ну, в начале Чары. В начале Чары. 1400. 1400 километров. Отсюда. 1400 километров. А дальше куда? Дальше на Амгу. А это где? А это вот, где? Это приток Алдана. Ага. Это тоже где-то Байкале, ну, недалеко, но Амга это, или Амга, по-разному называют. Из Дзержинска. Да, То есть вы прям от дома и стартовали. да, 11 число, да. И сейчас вы находитесь в Якутске. Ну, в да, Якутии. вот нахожусь. Ага. А Сегодня где всё. конечная точка предполагается? Она же предполагается где-то? Нет, не предполагается. Не предполагается. Конечная точка, конечно, есть, но я пока о ней не думаю. Понятно, да, понятно. Опа, первая часть готова. Пока Андрей Иванович рубил бревна, я приготовила обед. Мы все еще продолжаем ждать грозу. Что там шепчешь? Шепчу, как Андрей Иванович хорошо рубит, пилит. А ты прекрасно готовишь ризотто. У нас сегодня на обед ризотто. Вот так вот. Мы продолжаем ждать дождь, но мы, конечно, не хотим, чтобы он пошел. Наконец-то дождались дождя! Дождик — это классно! Сейчас польет все огороды и вырастет в Якутии хорошая большая картошка. А также нальет нам в ризотто, в хлеб и вот все во всю остальную посуду. Дождь — это супер! Знаете, как красиво? Вот это хорошо поливает. Как тебе дождик? Огонь! Гори. Счастливая случайность. Когда мы выходили, Евгений мне предложил взять с собой шуруповерт. И пилу, кстати. Евгений, большое за это спасибо.
А еще спасибо Валере Старому за то, что он натащил мне так топор. Палочки от веточек оказались кривые, и их очень сложно выравнивать. Поэтому сейчас возьму оставшийся брусочек, отколю от него топором, делаю уже из прямой палочки необходимую нам деревянную заглушечку. 2 деревянных гвоздя. И сейчас эти 2 деревянных гвоздя я поставлю сюда. Наверное, закрепим скотчем. Так как конструкция пока у нас не супер надежная, не очень она мне нравится. То есть, конечно, мы эти 2 поперечины соединим, она уже будет получше. Но я все-таки решил сделать такие вот угловые стойки. Сейчас я их отпилю под 45 градусов. И имеющимися маленькими 1,5-сантиметровыми саморезами постараюсь их закрепить. Я думаю, в любом случае будет понадежнее. Дамы и господа, леди и джентльмены, каркас для бани готов. Значит, здесь дополнительно нашел несколько маленьких саморезов, сделал вот такие вот тут крепления, вот с той стороны, и укрепил по углам на скотч. Конструкция, в принципе, ну, такая жесткая получилась. Поэтому сейчас ужинаем. На ужин у нас ризотто, которое осталось с обеда, плюс салат, огурцы, помидоры, лук. И будем одевать баню, будем настраивать работу печи. Вот. И надеюсь, то, что мы сегодня попаримся, помоемся, искупаемся. Ну а там дальше будет видно, какие у нас будут планы. Планов никаких не строим. То есть самый главный план — это сегодня попариться и помыться в бане. В расчетах я не ошибся. Получилось все идеально. Единственное, я бы что-нибудь еще сюда положил. Сейчас мы сюда положим. У меня для этого оставлена специально одна доска. Ну что, супер. Поздравляю, Андрей Иванович. Поздравляю, Елена. Бане быть. Хоть время и позднее, но очень хочется в баню. Поэтому сейчас заготовим венчики. Итак, пробный запуск печи. Вау. Кайф. Сюда мы ставим верхушечку. Сюда мы накладываем камушки. Вау! И примерно за 30 минут у нас баня будет готова. Вот, кстати, офигенная. Так, это я патентую вот такую тут печку. Это моя разработка совместно с Инжкомцентром ВВД. Это то, что я использовал на плоту. Теперь, соответственно, это доработанная печь специалистами Инжкомцентра ВВД для меня. И я думаю, то, что я еще не один раз этой печкой воспользуюсь. Веники готовы. Ну, гигрометр врет. Показывает 85% влажности. Вот, ну, в общем, термометр, я думаю, сейчас правду говорит. Где-то около 10 градусов тепла. Вот так вот у нас разогрелась печура до красна. Прям до красна. От пара печка закипает. Когда мы начали париться, мы запарили багульник над паром. И в парной появился чудесный цветочный аромат. Мы еще удивились, почему люди не применяют его у себя в парных. Через несколько минут после начала парения появились тяжелые состояния организма. Я думаю, что это только начало. Да ладно? Мы подумали, что прошло около 40 минут. Состояние сознания немножечко спутанное. Ходить тяжело. Есть подозрение, что это отравление. Так, беру себя в руки, иду делать костер, потому что мне очень холодно. Я не помню, что происходило. Но каким-то образом у нас появилась вода в парной. Начало подташнивать, головокружение, начались мышечные конвульсии. Искажение сознания, головокружение. Вестибулярный аппарат вообще отказывается работать.
Тело все сжималось и разжималось непроизвольно. Голова кружилась настолько, что невозможно было стоять на земле. Отравление было очень сильным и длилось несколько часов. Да, по состоянию покоя значительно лучше. Когда ходишь, эффект значительно усиливается. В какой-то момент мы решили то, что вполне вероятно, что мы умрем. Я понимал, что ситуация критичная, и случиться с нами может все что угодно. Связь то появлялась, то пропадала. И я решил записать моему другу сообщение о том, что случилось и где точно мы находимся. Это важный момент. В любых опасных ситуациях вы должны связаться с внешним миром. Если чувствуете, что ситуация критичная, вызвать МЧС. Дим, во время парения мы пользовались багульником. Кроме этого, возможно подозрение на морскую болезнь. Плюс, возможно, газ. Что еще было? Можно еще камни. Нам плохо, нас тошнит, головокружение, рвотный рефлекс, холодно, жарко. Короче, мы не понимаем пока. Мы находимся, не доезжая смотровой площадки Ленских столбов. Отправляю тебе это сообщение на всякий случай. Если нам не станет легче, то нам нужна будет эвакуация. Тахикардия и учащенное сердцебиение. Это не шутка, это не розыгрыш. Я снимаю все на камеру. Вот, я не знаю, телефон просто то берет, то не берет, поэтому проверка связи через полчаса. Лен, ты как? Лучше. У Лены лучше, поэтому будем стараться выходить на связь. Онемение пальцев. Это, видимо, из-за холода. Я пока не могу говорить. Ты не можешь говорить. Дышим. К большому счастью, у нас была связь с внешним миром, и удалось связаться с человеком, который разбирается в травах. Он задавал наводящие вопросы, что с нами было, что мы ели, что мы пили, что мы нюхали. И, в общем, в итоге мы пришли к такому выводу, то, что багульник является ядовитым растением, которым можно отравиться. Нас еще держит определенно. Все, спасибо. Вот, понятно, что уже не так, и мы счастливы тому, что уже нет того состояния, которое было. Вот, потому что было очень тяжело на самом деле. И хоть мы боролись и казалось, что очень легко, на самом деле было очень тяжело. Сейчас у меня головные боли, закрываю глаза, галлюцинации, некая степень осознанности происходящего. Ну, ты мне запрещаешь закрывать глаза, и у меня нет галлюцинаций. Ага, да, галлюцинации очень возникают именно при закрытии глаз. Сейчас уже с момента начала прошло 3 часа 40 минут. Вот, и мы подозреваем, что к этому еще мог приложить руку банник. Потому что мы пошли париться в бане после 12 часов. Ровно, наверное, в 12. Ровно в 12 пошли. Плюс-минус, да. Да, кстати, я об этом подумал, что, не надо этого делать. Лена об этом подумала, но мы, соответственно, пошли. Доброе утро. Вчера мы знатно попарились, но мы сегодня решили повторить парение, выйти недалеко от берега, попариться, погреться и вернуться, и уже пойти в обратный путь. Так что вперед! Привет! Ого, привет! Вот и настал тот момент, когда мы вышли на открытую воду и можем начать парение. Ох. Дадим еще чуть-чуть.
На данный момент у нас в парной 50 градусов при 70% влажности. Ну что, пошла, родимая. Хоп! Андрей Иванович, как вы себя чувствуете? Что ты говоришь? Как чувствуете себя? Шикарно, только течение сильное. Уносило меня. И пока я не понимаю, как я буду сюда забираться. Ну что ж, друзья, считаю то, что это произошло. Баня на плоту на реке Лена у Ленских столбов сделана. И гоним дальше. Нам ехать еще много-много часов до Якутска. Красивые девчонки. Класс. Вообще. Ага, вы положите туда оладушек. Под дерево? Ага, дерево. Не загадывать желание. Там положите везде. Ну, его тоже. Фигари, папа, да? Устой. Как солнышко положите. Внутри отмыли, так, еще. Не загадывайте желание. Надо полить ладушки молоком. Ага. Кумыс-то есть молоко? Кумыс это настоящий. Ага, все. А скушать один можно? Ага, можно, конечно. Можно, конечно. Расскажите, пожалуйста, про это удивительное красивое место. Деревня наша называется Улханан, в переводе «большие ворота». Высокогорье, вот тут две горы сливаются, поэтому как дверь, поэтому большие ворота называются. Улхана. Сколько у вас здесь населения? Население 1200. А, ну немало. Мало, ага. Школа есть, конезавод БРТ называется, ферма. Там Это якутские лошади? Якутские лошади. Якутские лошади, поголовье там сколько? Тысячи. Большое. Местный фермер у нас, Вот фермер там. Павлов Михаил. ферма. На той стороне, да, получается? Это зимник. А, зимний? Ага, а летом они, это в Аласах. Это остров. Вот Называется тут, Тойон-Ары. Самый большой остров на реке Лена. А вот стой, Там мыс теплоходы там. Чириян называется, который вот там это остановились недавно, да? да. Потом это Яланка, 10 километров, это Явшинский тракт с Иркутска, 630 ролков, Якутский тракт, Иркутский тракт. Ага. А чем живут вообще люди здесь? Люди, Ну вот ферма. Ферма, да? Ага. ага. И конезавод. И Животноводство, коневодство Животноводство, в основном. Мгм. вот рыбзавод вот недавно, говорят, строит. Осетровый, да? Наверное. Смотрю, церковь стоит, да, у вас? Ага. Вот Часов. Часовня? Он построил. Нет, тут раньше церковь стояла, Ага. Никандровская называлась. Его потом после революции туда перенесли. Покровск. Вот на место этого часовню построили. Мне вот ребята, не могу никак запомнить на Б вот это, Булганевта. да, Ага. Булганевта. Они сказали то, что сейчас очень сильно возрождается языческая вера и идет вот возрождение традиций. Это везде или в каких-то населенных пунктах? Наверное, везде. Везде так? В Якутии везде, наверное. Потому что один из них я спрашиваю, нет ли желания уехать в город, а я наоборот из города приехал.
То есть не хочу жить в городе, вот вернулся, и то, что имена меняют с русских на якутские, на вот такие, и фамилии свои возвращают. Есть такое. У нас же у якутов у всех имена и фамилии по-русски. Ну вот говорят, то, что узнают, какие фамилии раньше были, да, вот, и вот меняют на совсем, да, на якутские фамилии, вот, которые были у там, древних, грубо говоря, предков. Очень интересно. Наша фамилия Максимова, а вот у жены девичья фамилия Васильева. Вот так. А по-якутски фамилии особо нет. Сейчас только возрождается. А имена есть вот Сандара. Сандара это цветок, да? Ну, Сардана и Сандара. Ага. Сандара это, ну, как рассвет. Рассвет. Солнечный. Ага. Для гостей. Получается, это послевоенная деревня, да? Которые-то там же мы видели ферму, там, где этот остров, там была деревня. А зачем здесь построили деревню? То есть что здесь было? Наводнение, как получается, летом года там, поэтому... То есть перенесли, получается, да, деревню? Ну вот мы где сейчас стояли, около Ленских столбов, там, получается, вода поднимается не метров на 5. Очень, очень высоко. Мы приехали в музей. Это старое, а это наоборот, современные, получается. То есть это вы своими силами, да, делаете? Да, мы это со своими силами собираем. Собираете потихоньку. Людей. Всякие старые. Это конские волоса же. Это прялка, Прялка, современная, а это старинная прялка, которая это совхоз, где раньше был, и все это делались такие. Вот В маленький. детстве, ага, Маленький. даёшь Это я. это, ага, в детстве. Кобылу дуем, Ага. чтобы кому сделать. Ага, который уже в проводе так. Ага, а сейчас делает он. Так вот, зимой они ходят, а так, осенью обратно на Тойонары. Обратно на остров лошади едут. А весной вот с острова идут. Вот, в Лоханан. И вот там тоже фотографии есть. Это называется триловита. Вы знаете триловита? Да. Ну это то, что эти Это папа. окаменелости. Ага, Окаменелости. А это бизона, носорога, вот это нашли здесь. Ровно. Скажи, Вот так делают. Старинное название Бетте, а это Лоханан. Второй мальжагарский наследник называется. Тотем волка – это название нашего наследия. Бетте, поэтому тотем волк. Старик Мальжагар. У него было 5 сыновей, а вот этот Болгуняхтах первый Мальжагар, а вот Лоханан второй Мальжагар, и там 3 сына. 5 Мальжагарцев у нас получается. и здесь происходит празднование, да? Августит
Мгм. Там это хумусом, оладьи. Мгм. рыбы. И вот, на площадке. Это, дай свой канал ему, а? Сейчас я подпишусь, я могу. Это опорная доска. Мне нужна для того, чтобы... Мы так всяко разно отдыхаем, короче, если быть. Охотимся, рыбачим. Вот, рыба ловится, осетр туда-сюда, налим. Ну, конечно, по лицензии все делаем. Все по правилам, как положено. Вот на лодке катаемся. Бензинчик вот. Подогнали местные. Добрые люди. Добрые люди. Добрые люди. Так что вообще хорошо. Выручают. Все знакомые, все местные. Чем живете? Да, как мы? Мы работаем на заводе. Вон, видишь, трубы. Это цементный завод, да? И тут цементный. Ага. Цементный завод. Мгм. Там работаем. А что еще здесь? Две зоны. Кто-то сотрудники там в охране работают. Вот Ага. много товарищей у меня, которые работают в охране. Завод и зона, короче, нас кормят. Завод и зона. Ну и школа там туда-сюда, соответственно, тоже. Ну, Садики, понятно, там, да. туда-сюда, Да. чё, Ну, посёлки классические истории, да. находятся. Ну. А Вообще. почему здесь завод находится? В чем, как бы, там что, добыча? Это гора, что? это гора, это скала, Цементная? это скала. Нет, это скала, это камень. А, это камень. Да, именно на нашей стороне, на той стороне. Ага. Здесь такой скалы нет, Там и на карьеров этом, много. на этом берегу, Ага. да. Карьеры какие цементные? Нет, ну Просто скалу, камень. скалу, камень берут. Оттуда Так. уже и Потом цемент, дробят, дробят, и всё там, из и этого. там много. А, и много. делают цемент из Да. этого. Не только получается, из не этого. цемент, а вот, например, там, ну, какая фракция идет, там Ага. дробят, Извините. Ага. ну и производство Да. идет. Мгм. Но он большой, я смотрю, да? Большие, там несколько их штук. А, несколько Да, даже. конечно, штук 12 у нас. А, Это сколько о, там чего Карьер. Там вот так вот раскидано. о. На Ну. конкретных якутов, если вы нападете, то это, ну, просто там другие люди. Они там по-другому общаются и по-другому делают. Да нет, да и все равно, Ну, даже человеческое, конечно, есть. туристы как бы здесь все уважают, Туристов, все, да, ну, как бы вот. всегда все А нормально. так вот, если вот село. Такого нету, что видим и люди, туристы сразу узнаешь. Вот как мы вас узнали, туристы, Ну. все ништяк. Ну, сразу видно, что не местные. Еще и угорают, Сразу да, вот ничего не это. разговаривают. Да, да, это сразу видно, Сейчас не смеются, ничего не говорят. А так вы бы там, о, чё, все, здорово, все, подходите. Ну. Недавно, короче, ездили за вениками. Мгм. Ну, сейчас уже сезон прошел. Да, да. А и лиственных веников набрали, то есть попали. Ну, У вас и здесь им дуба вообще, да, нет? дуба нет. Нет, в У Якутии нас дуба не лиственница, растет. вот, паримся лиственницей. Мгм. Там, ну, всякое добавляем, Береза. тоже пихту Мгм. туда-сюда. Мгм. Ну, паримся когда. Ну, И береза. Мгм. Вот. Ну, вот веники засушили, у нас на зиму, ну, уже все готово. Мгм. как бы. Ну, и вот. Понятно. Не, мы в основном, у нас дуб. Надо, короче, какашек собрать, и у вас здесь комаров вообще не будет. Если Там, видишь, мы не паримся. Вас не кусают? Ну, как-то. Ну ты посмотри на человека сзади тебя. Она, бедная, ходит с двумя факелами какими-то. Короче, собирайте вот это лошадиное говно. Ну вот она Сухое. лошадь, она же что, травку щипает? Там Да, да. ничего стрёмного, там подобрал его. 100%. Вот, да, и все, и там бумажку поджег, она тлеет. И дым не надо даёт. крепиться от них. Да, там, и они там, все кусают. разбегаются сразу. Мы вот так делаем. Вон, костер разожгли, рядышком она тлеет, дым дает, и у нас комаров там не было. Вот сейчас. А вот сюда пришли, тут комаров херова туча. Есть такое дело. Вот. Вот просто лошадиная, какашки собрали, чик-чик положили. Вот вам совет, как лайф, как. Ну, вон что как. сейчас Лена пошла собирать. Ну, вот какашки, вот девушка твоя хорошо сделала. Вот они будут дымить, тлеть. Да, я тебе помогу, как сделать. Чуть неправильно сделал. Не надо мне эти салфетки ваши, я тут не понял. Не умри. Просто уголек взял, всё там, она будет тлеть от него. Все, и она будет потихонечку дымить сейчас. Сейчас она задымит скоро, и все будет ништяк. Только надо вот такую кучу еще наложить. Так. Чем больше... Нет, углей, но тем А, больше. это там. какашки? Какашек тоже? Еще больше? Да. Там Еще больше? это быстро сгорит. Еще больше. Вот здесь лошадиного много. У меня бабуля, ей 90, у нас бабуля. Мы родные братья с ней, это мой старший брат. У меня бабуля, нашей бабуле сколько? 93 Уже 90. года. Кого? 93 года. Да, 93. И вот она всегда говорила мне, ну, там, туда-сюда, там, и нам тоже за столом. Она еще и такая старый человек. Всегда раньше здесь разговаривали, не было русского языка нормально. Даже, ну, типа, мы с Сахаляра Бабушка, мама всегда, все на якутском, Ну, чисто на якутском. на якутском разговариваем. Мы сидим маленькие за столом, кушаем, допустим, сидим. И бабушка там, они все по-якутски разговаривают.
толком ничего не понимаешь, и начинаешь потом там улавливать, с годами только это все. Мгм. А раньше это бесило вообще, когда маленький сидишь, быстренько покушать и сорваться с этого стола, короче, убежать, ничего не понимаешь, что они там Мы говорят. это по-русски разговариваем. Говорю, Ну а говорю. когда здесь живешь долго, начинаешь уже понимать, что, ну, Ну, вы здесь родились? конечно, родился мы- здесь. Ага. Ну просто у нас поселок такой русскоязычный. Ну, понятно. Русскоязычный. Здесь у нас и якуты есть, пацаны у меня друзья, допустим, все якуты. Мгм. Ну, Саха. Мы вместе все как Саха, бы, да, как народ. бы друзья И с они детства. все И нет русскоязычные. такого национализма, там, что-то, Мгм. там никто никого И там не много угнетает. из тех, из пацанов, которые, ну, Саха, якуты, пацаны и девчонки, они даже не разговаривают по-якутски. Ну, а вот то, что там мы парней встретили, как он называется, там. Бусулах, как это? На Б, вот это следующий населенный пункт с правой несколько. стороны. Волгу-Нефтах? Да. Вот они говорят о том, что сейчас, наоборот, возрождаются традиции. Якутские традиции, Да. да, возрождаются. Возрождаются. Поводы, Да. да? Нет, ну они и были как бы. Ну, Не, ну просто были, они сейчас были, в моде понятно. у молодежи стали просто. В моде у молодежи, да? Да. Вот они. Средняя зарплата на заводе. Средняя? Если в день работать, то где-то, если каждый, типа, с понедельника по пятницу и с 8 до 5, где-то около, ну, почти, наверное, 35 будешь получать. Мгм. Смотря какой вообще у тебя цех, Мгм. туда-сюда вредность, тоже это все. Ну и еще план. Если типа там автотранспортный цех, там вредности вообще 0, будешь получать около там 30-ки, 31. А если с 8 до 5. Мгм. Если смена на технике, то, конечно, да. Нормально там будешь получать. Нормально это сколько? На технике, на тракторе, типа, будешь получать, ну, 120 будешь получать. М. Даже для Якутии это, в принципе, нормально. Ну, Мгм. 100 даже будешь получать. Мгм. Нормально. это всё. На погрузчике там, я не знаю, сколько они там зарабатывают, наверное, Ну, 1080. сами видели, какие у нас цены. Ну, у вас не маленькие цены далеко. Ну, Ну, а так и вот, вот, ну, живем, картошку садим, все огороды у всех. Мгм. Ну, вот то, что вот на зиму мы заготавливаем. вот Мгм. эти вот Охота, овощи. рыбалка, да? Охота, рыбалка, да, мы как бы чисто, ну, не покупаем но овощи. это не доход. Это, Ну, это так, для себя. Не- можно не- сказать. ну, я бы не назвал это доходом. Не да, основной это- доход. Да, это чисто, знаешь, для себя. Для себя. Отдохнуть. А там, так, чисто если ты вот. работать не будешь где-то, то ты нас не в Якутии проживешь есть- на одном огороде. Ну, у нас и в Якутии есть такие люди, которые этим зарабатывают, типа как на охоте, короче. Мгм. Прям они ездят и добывают мясо. Мгм. Ну, Или лицензии рыбачат, там ставят через специальные 4 там штуки, да? загородки. Ну и рыбу продают. И Ну, картошку Прям продают. этим, ну, в смысле, Ну, прям заработок идет у них. Да, понятно. А ягоды в основном какие? Ну, самая ягода здесь у нас брусника. Мгм. Самая такая, ну и она и, как И бы на той полезная. стороне, на и нашей. всё. Август. На той стороне. Да, Август, да? Август. Мгм. Июль, август. Брусника и голубика. Мгм. На той стороне. Массово. Это Алдан, Ну, это Томот. Вот там голубика в основном. А грибы? Грибы это август. Август, да? Какие есть Маслята, грибы? подберезовики, Мгм. грузди. Белые есть? Белые есть. Мгм. Не, много здесь грибов. Ну, Выходишь, вообще полные пакеты набираешь. Мгм. Не нужно А с рыбой что, какая рыба? А? Рыба да, вся какая? сорная есть рыба. Сорная, да? Ельцы, Ну, сороги, тут много рыб. окуня. Мгм. Есть даже вот как хищники, и окуня хищники, конечно. Щуки. Ну, щуки там. Мгм. Ну, на спиннинг щук ловим. Мгм. Вот это самая, кстати, сторона, которая самая лучшая, если честно. Мгм. Есть Здесь вот рыбка. качкатская Не, я не тусовка. ловлю рыбу. Ты не ловишь, что ли? Не, не ловлю и не ем. Мы вот с детства привыкли. Вот. Перешел ты на природу, например, баяна я накормил, Мгм. Лену матушку накормил. Да. Все, и как бы, ну, Да. а сами это, крещеные. это языческая история, да? Вот и подошло к концу мое путешествие. Я совершил все задуманное и даже больше. Я снова удостоверился, что природа России необычайно красива и привлекательна. И я готов к новым приключениям, которыми обязательно буду делиться с вами. Ставьте лайки, оставляйте в комментариях, понравилось ли вам мое путешествие. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, и вы узнаете все секреты пара от паровара. Пока!